Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами разберем инструмент Fill и попрактикуемся на букве C. Для того, чтобы нарисовать букву C, нам достаточно взять букву O и отрезать из нее лишнее, и получится готовенькая буква C. Но что если мы с вами еще не определились над тем, как именно должна она выглядеть? Потому что в зависимости от настроения, от задачи шрифта, эти элементы в букве, именно срезы, могут отличаться. Если мы посмотрим на оригинальную фактуру, то мы увидим, что в букве C это не просто буква О. Ну, по большому счету, это буква О, от которой отрезали кусок. Но вот эти части немножко утяжелили, чтобы создать баланс. Но так или иначе, здесь срезы вертикальные. А если мы посмотрим на букву G, то здесь срезы под диагональю. То есть, в зависимости от настроения, в зависимости от задач, они могут иметь разные срезы, потому что если мы посмотрим, например, на журнальную рубленую, то увидим, что здесь и буква C, и буква G имеют вот такие диагональные срезы. Бывают еще и полностью закрытые буквы, когда срезы горизонтальные, не по диагонали, не по вертикали, а именно горизонтальные. Поэтому в таких случаях, когда мы до конца не определились над тем, как именно должна будет выглядеть наша буква и все последующие, которые также с ней связаны, мы можем воспользоваться инструментом Fill Tool, который позволяет нам сделать такой предварительный набросок и в любой момент его поменять. Копируем контур буквы C из образца и вставляем ее в маску. Я скопировал, открываю букву C, здесь сейчас ничего нет, автоматически осталось два слоя, вставляю. Дальше что мне нужно сделать? Ее растянуть. Вот так, чтобы примерно она была. И отправляю ее в маску. Так, вот этот пункт. Все, теперь мы можем здесь рисовать. Рядом ставим букву О и копируем из нее контур. То есть можно перейти в нее и скопировать. Можно просто, так как у меня включен режим Edit и Cross Glyph, я могу видеть контуры и соседних букв в том числе. Вот я ее копирую, вставляю. Можно нажать вот сюда, чтобы автоматически расставить опроши справа-слева. Можно нажать точку с запятой на клавиатуре, и оно сделает все автоматически. Возьмем маску, немножко подвинем вот сюда. Теперь примерно на вот этом уровне, чтобы, в общем, добавляем здесь диагонали. Сделать это можно обычным пентулом. Вставляем, жму Escape и вот так, жму Escape. Можем, переключаясь на контур Tool, могу немножко его подкорректировать. В общем, чтобы он примерно вот так выглядел. И вот так выглядит наша буква. В целом особо пока ничего не поменялось. Теперь, после того, как у нас вот такой образец подготовлен, мы можем взять инструмент Fill Tool. Это у нас клавиша F на клавиатуре. И если мы просто кликнем, то ничего у нас не изменится. Если кликнем сюда, то вообще все пропадет. Поэтому я зажимаю клавишу Alt. И теперь я могу не добавлять к вот этому выделению отрезки какие-то и куски, а наоборот их вычитать. Поэтому я кликаю с зажатым альтом вот сюда, и мы, если нажмем пробел, мы увидим, что у нас буква S готова, поэтому, в принципе, все, особо больше даже делать ничего не нужно. Если мы посмотрим на панель Elements, мы увидим, что у нас к этому элементу применилась вот такая вот иконка заливки. Это значит что это фильтр. Вот если мы откроем обычный контур, мы увидим, что здесь ничего нету. В лучшем случае здесь будут какие-нибудь кружочки, которые говорят нам о том, что это обычный контур. Возвращаемся сюда и видим, что здесь у нас вот такая заливка. Теперь, если мы посмотрим на вот этот образец, который у нас находится на фоне, мы увидим, что вот это можно, кстати, немножко отодвинуть. Вот мы увидим, что верх у нас немножко короче, чем низ. То есть, как правило, верхние части буквы всегда смотрятся легче, и смотрятся они легче делаются они такими, для того, чтобы общая композиция была равномерной, чтобы она не переваливалась, не заваливалась и так далее. Поэтому верх всегда делается чуть легче, чуть короче, чуть меньше. И за счет этого общая визуальная составляющая буквы очень даже симпатично выглядит. То есть мы здесь видим, что здесь у нас отличие, где-то даже на 30 юнитов. Но в оригинальной букве у нас это может не всегда получиться. Вот если, допустим, я возьму вот так, мне нужно ее немножко облегчить. То есть по факту это сейчас буква О, поэтому нам нужно сделать так, чтобы они чуть-чуть пораньше заканчивались, скажем так. Для того, чтобы нам сделать верх полегче, нам нужно разорвать и поломать буквы
букву О, которая у нас на фоне. Для этого мы выделяем два вот этих узла, нажимаю Ctrl-X, чтобы как бы их вырезать и разорвать. Теперь мне нужно вот это отделить от вот этого. Сейчас они, если я начну как-то двигать, я могу либо нижний взять, вот я сейчас нижний взял, а хочу взять верхний. Поэтому что я в этом случае делаю? Я выбираю любой из них, зажимаю Alt-Shift, и теперь я могу скользить по вот этой вот кривой, чтобы их разделить между собой. А здесь я, скорее всего, верхний взял. Да, вот я его отодвинул, а вот эту часть я отодвинул, и вот эту отодвинул. То есть сама буква у нас особо не поменялась, но, по крайней мере, у нас эти части немножко разделены. Теперь я могу взять вот эти два верхних узла, зажать C. Да, в принципе, даже можно не зажимать C. Так, у нас тут вот это ошибочки все эти нужно включить, чтобы мы их видели. И вот эту кривизну тоже. Теперь я могу просто их сдвинуть вот так. Немножко. И вот это тоже можно немножко укоротить, чтобы она как бы закрывалась получше. Вот. Теперь что еще могу сделать? Вот это можно сделать сюда, чтобы немножко ее облегчить. Ну, в общем, низ у нас должен быть чуть тяжелее. Вот здесь видно, что толщина у него 174, а здесь толщина 168. В принципе, это нормально. Вот, но единственное, тут у нас теперь из-за того, что мы... Так, здесь... Ну, здесь, в принципе, все нормально. Здесь все нормально. На всякий случай, чтобы у нас гладкость была непрерывная, чтобы ступеней никаких не было. Допустим, если я сейчас слишком резко вот так сделаю, что у нас тут изменится? А у нас особо ничего не изменилось. Ну и отлично. Тогда я просто сделаю их гениальными узлами, чтобы они сами подстраивались под положение. Вот. Теперь, когда я буду что-то изменять с зажатой C, они будут у меня нормально смотреться. В общем, вот так можем получить относительно недолго и немного времени потратив на эту букву. Вот так я немножко облегчил. Вот. В чем полезна такая техника? Если мы с вами вдруг захотим сделать букву C, чтобы она была как в футуре, то мы можем сделать вот что. Я сейчас ее продублирую, наверное. Вот где-то здесь, да. На всякий случай, чтобы не портить основную букву. Открою ее. Теперь что я могу сделать? Я могу вот эти отрезки сделать вертикальными. Так, так. Можно даже выделить весь отрезок и нажать вот сюда, чтобы они стали строго вертикальными. Вроде бы это сработало, а вроде бы и нет. Но у меня теперь буква полностью пропала. Почему? Потому что у нас вот здесь приоткрылся контур. Если я его сейчас задвину, то, возможно, все починится. А у нас еще тут все склеилось. Ну, ничего страшного. Мы это дело отрезаем. Маску я отключу, чтобы она не мешалась. Вот. И вот это немножко можно вот сюда сделать. Ну, в общем, как видим, все у нас поломалось. Поэтому что я сейчас сделаю? Я сейчас возьму инструмент заливка и попробую залить. А не получается, потому что у меня вот здесь все равно приоткрытый контур. Значит, что мы сделаем немножко его подальше. И вот этот элемент вместе с вот этим. Оп, вот так. Все, теперь должен сработать фил. Да, вот у меня получилась буква C, как в футуре. Вот, точно такая же. Так. Здесь у нас что-то непонятное. Ну, в общем, вы поняли, если мы делаем вот так. Вот, альтернативная форма буква C. И вообще, в целом, у нас, по большому счету, таким способом мы из буквы О, не разрывая ее особо, можем сделать что? Можем сделать горизонтальные срезы вот такие. Можем сделать вот такие диагональные, как в журнальной рубленой. И вот такие вертикальные, как в футуре. И все это на букве одной О. Я даже ее особо здесь не менял, а просто взял и добавил вот эти вот срезы. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит, я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовой фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.